Итак, друзья, собрал я схему, которую мы с вами рассмотрели. Так, не коротим. Здесь все подключено. И минус я тоже прокинул, который на корпус идет. Ну, вот так как у нас будет полная имитация. Датчик. Вот у нас минусовой провод идет. Ну вот я его не обрезал просто. Итак, друзья, всем привет. На канале Ижмота с того бока. Парни, девушки. Спасибо, что смотрите меня. Я вижу, вам нравится. Так, сегодня поговорим о такой вещи, как установка датчика температуры на мотоцикл ИЖ. Ну, неважно, ИЖ Юпитер 5, ИЖ Юпитер 6 с жидкостным охлаждением, как его называют. Вот, сегодня разберемся, как это сделать без лишней чепухи. Датчик, видите, да, вот это нормально, то есть это рабочее его состояние, когда наклоняешь, стрелка отклоняется. Так вот, есть вот такая... Да, хотел рассказать о том, что для чего вообще нужен нам датчик температуры и стоит ли его устанавливать. Заводом-изготовителем самого датчика, ну, самого прибора и датчика, посредством связи, которые сам прибор понимает, какая температура, они не устанавливались по разным причинам. Я думаю, основная это с целью экономии, потому что сам прибор стоит довольно немалую цену. Плюс сам датчик в массовом производстве, когда выпускается тысячи и, может быть, планировалось миллионы мотоциклов, это довольно существенно выходит. Поэтому конструктора знали об этом, но люди, которые просчитывают затраты общие, они тоже понимают, как можно сократить. Итак, на юнкере установлено вместо датчика стоит датчик аварийной температуры, так называемый. Это ТМ3 единицы, дефис 0,3. Вот. Чувствительным элементом в этом датчике по внешнему виду он точно такой же, как и вот этот датчик. Да? Но там является термобиметаллическая пластина, которая замыкает контакты датчика при определенной температуре. Вот. Для датчика ТМ3 единицы 0,3, это штатный, который на юнкере, на Юпитере стоит, она составляет 102-109 градусов. Был еще датчик ТМ3 единицы дефис 0,9, у него срабатывание 91-98 градусов. Ну, все равно около 100 градусов получается. То есть у вас как только температура достигла, там биметаллическая пластинка замкнулась, ну, как реле работает, и включается у вас лампа аварийная на щитке приборов, свидетельствующая о том, что идет перегрев двигателя. По причине там не включился вентилятор, не справляется система охлаждения, малая скорость и другие факторы. Убежал антифриз, возможно. Но если антифриз убежит, конечно, ничего там не сработает. Греться он не будет. Вот. Так вот, мы немножко переделаем. Я планирую установить на мотоцикл вот датчик температуры, точнее прибор сам и датчик. Как это сделать? Вот есть схема в интернете. Да? Она общеизвестная. Это принципиальная схема от ВАЗа. Потому что вот этот прибор, это ВАЗовский. Я его купил в обычном магазине. Может быть, кому-то нужно будет, я могу сказать артикул. Артикул 12.3812.010. Это артикул, по которому его можно найти. Вот. Далее. Здесь мы видим на схеме, что у нас есть датчик указателя температуры сам, некий монтажный блок, где происходит все подключение, разводка и так далее. Замок зажигания и прибор сам. Ну, здесь ничего сложного нет, то есть можно проследить, что датчик идет на корпус подключения, да, один из его проводов подключается на прибор, на минусовой, корпус датчика также идет на минус, и другая шина через предохранитель идет на замок зажигания, ну, на плюсовую схему. Вот и все включение. Ну, да, вот эта схема, это все хорошо, но можно изобразить как бы и попроще. Сейчас я вам покажу. Вот это сам датчик.
у него есть C, V контакты. Я их вот так сейчас отмечу, потом разверну вам схему, покажу. Так, вот это у нас BN. Ну и тут подсветка. Я не буду ее обозначать, она нас не интересует в данный момент. Вот. Получается то, чтобы нам... Так, вот эти контакты, я вам сейчас покажу их. BN, V зелененькая и оранжевый вот C. Вот я изобразил, да? Итак, как подключать? По-простому, если взять вот аккумулятор наш, здесь плюс-минус, то C, это зеленый провод, он у нас подается на плюс аккумулятор. Я повторюсь, это схема для проверки. То есть дальше минусовой провод аккумулятора, так вот изобразим. BN, это корпус, тоже идет на минус. Вот. Далее от V через датчик, я его изображу вот таким образом. Поставим буковку R, потому что по факту это датчик от терморезистора. Вот. И далее он идет также на минус. Все, вот вся схема. Я думаю, вот здесь много лишних элементов. Нет, она правильная, конечно. Но для проверки нам достаточно разобраться вот в этой схеме. Итак, сейчас я подпишу. Аккумулятор. Это датчик. Ну вот и все. Вот, собрав по этой схеме, что мы должны увидеть. Есть у меня вот такой вот график распечатанный. Вот. Здесь на нижнем графике, вот на этом, указывается именно тот датчик, который я буду использовать. И здесь хорошо видно, вот нижняя графа, это отложенный градус по Цельсию. Вот здесь это сопротивление самого датчика в омах. И здесь хорошо видно, что с ростом температуры сопротивление у нас падает. То есть, грубо говоря, если замкнуть без датчика, то есть он должен нам показать максимальную температуру, там, 130 градусов, утрируя, да? Вот и все, нам больше ничего не нужно. Да, кстати, по этой таблице можно даже проверить до установки вот этот вот прибор. Но если у вас есть какие-то сомнения, например, у вас уже смонтировано, но вы думаете, у вас неправильно показывает. И, например, откладывая вот по графику, вот берем 1000 Ом, 1 килоом, и смотрим, проводим. То есть при 1 килоом температура у нас должна быть где-то в районе от 40 до 45 градусов. И можно этот прибор проверить, как он работает. Вот по этой схеме, если собрать, вместо вот как раз R поставить необходимое сопротивление. Так, далее. Ну что, а теперь переходим к практической части. Она, как всегда, более интересная. Смотрим. Итак, друзья, собрал я схему, которую мы с вами рассмотрели. Так, не коротим. Здесь все подключено. И минус я тоже прокинул, который на корпус идет. Ну, вот так как у нас будет полная имитация. Датчик. Вот у нас минусовой провод идет. Ну вот я его не обрезал просто. Сейчас наберем водички и будем кипятить. Так, сейчас вода закипит у нас. И дальше будем наблюдать. Опустим датчик. Желательно, конечно, на дно что-то положить, чтобы датчик не грелся, потому что вода будет 100 градусов кипеть, но
Если мы его положим на дно, оно металлическое, оно соприкасается с плитой. Соответственно, там температура может быть больше. Ну, либо просто на весу подержим, когда будет кипеть. Итак, схема собрана. Датчик подключен. Причем его показания, вот если я сейчас отключу, видите, да, стрелка на датчике температуры уходит налево. Вот, раз. Чуть-чуть она там добавляется. Смотрите, датчик холодный, я его держу в руках. И здесь тоже холодная вода налита. Вот. Смотрим. Я когда опускаю датчик, температура не меняется, да, на приборе. Но если я начну погружать вторую клемму, то есть вода начинает замыкать. Видите, да, добавляется. Но вода абсолютно холодная. Поэтому во время кипячения нужно датчик будет вот так вот придерживать. То есть только резьбовую часть, чтобы была погружена. Поэтому сейчас включаю, вода закипает и будем наблюдать, что будет происходить. Делаю одним кадром специально. Сейчас вода закипит, потом я буду погружать датчик. Ускорение. Так, вода практически закипела. Сейчас буду погружать датчик и будем смотреть за показаниями термометра. Так, температура растет. Вода почти кипит. Сейчас датчик имеет некоторую инерцию, пока он прогреется. Но вода у нас будет примерно как эталон. То есть она закипит при 100 градусах при атмосферном давлении. Вот смотрим, датчик уже показывает 90. Вода почти закипела. Я специально датчик не погружаю, чтобы не было изменений в показаниях температуры. Так, ну вода уже кипит вовсю, можно сказать. Датчик, я думаю, набрал именно ту температуру, которая сейчас имеет вода. Ну и что могу сказать? Все работает, да? Этому можно верить. Все, не имея никаких сверхсовременных приборов, каких-то калиброванных датчиков температуры и так далее, хотя у меня все это есть. Есть и ртутный термометр, который меряет до 500 градусов, есть и лазерный пирометр, но это абсолютно не нужно. Обычная вода и немножко физики школьного курса. Пока все, ребята. Спасибо, что смотрите на меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду стараться для вас делать именно тот контент, который будет интересен всем. Все, всем благ и всего доброго, до встречи.